Один кабачок среднего размера я нарезаю небольшими кусочками. В форму для запекания добавляю пару столовых ложек растительного масла и промазываю дно и стенки. Кабачки сразу отправляю в форму. Один крупный баклажан порежу примерно такими же кусочками, как и кабачки. И также сразу отправляю в форму для запекания. Дальше я беру одну морковь среднего размера и нарезаю кружочками, достаточно тонкими. Вот так. Морковь отправляю к предыдущим овощам. Посолю половиной чайной ложки соли и перемешаю. Дальше я беру 3 крупных помидора. Помидоры порежем на произвольные кусочки. И отправим в другую глубокую посуду. Один болгарский перец. Очищаем от семян и плодоножек. И измельчаем. Перец отправляем к помидорам. Затем беру 2 луковицы. Лук я также измельчаю. Также обязательно нужен чеснок, я беру 3 зубчика. Чеснок также немного измельчаю. И отправляю к предыдущим овощам. Теперь я эти овощи немного полью растительным маслом, буквально столовая ложка. Посолим по вкусу, у меня это 3 чайные ложки соли. Добавим хорошую щепотку черного молотого перца, а также зелень по вкусу. Я добавляю 3 чайные ложки сухого орегано и пол чайной ложки сухого базилика. Можно использовать итальянские травы или прованские травы в наборе. А теперь эту ароматнейшую овощную композицию при помощи блендера превратим в соус. Такой соус получается, очень вкусным. Хочу обратить ваше внимание, если вы использовали кислые помидоры, для баланса вкуса сюда можно добавить столовую ложку сахара. Этим ароматнейшим и вкуснейшим соусом я заливаю подготовленные овощи. Немного помогаю распределиться. И отправляю будущую вкуснятину в разогретую духовку запекаться при 200 градусах Цельсия или 392 градусах Фаренгейта. Через 45 минут наш полезный обед или ужин готов. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от духовки. Это овощное рагу получается настолько ароматным, настолько вкуснейшим, что его с удовольствием едят люди, абсолютно равнодушные к овощам. И я надеюсь, что это овощное блюдо порадует и вас. Готовьте с удовольствием, наслаждайтесь этой вкуснятиной и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые, интересные, вкусные рецепты. Спасибо за то, что ставите лайк, за то, что пишете свое мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, здоровья и радости. Мы с вами снова встретимся, как всегда, в следующем вкусном видео.